Привет, коллеги! В одном из последних видео на встрече вы меня спрашивали, почему отличается стоимость отключения AdBlue от сажевого фильтра. И вот я решил записать для вас отдельное видео, не спеша вам рассказать об этом, почему так происходит. Вот, немного посмотрим, как это велось, немного подумаем о логике, чтобы вы примерно представляли, почему так на самом деле. И чтобы вы лучше понимали, то, наверное, давайте начнем со следующего. Что значит отключить сажевый фильтр? Чтобы отключить сажевый фильтр, что значит отключить сажевый фильтр? Это значит сломать логику. Да? То есть это нужно изменить программное обеспечение таким образом, чтобы логика пошла не по тому, как задумал производитель, а чтобы она пошла по пути, который вам выгоден. Да? И, допустим, при отключении сажевого фильтра эта логика, она простая. Есть определенный свич, как правило, единичка, который мы находим и отключаем. Да? Так вот, если эта единичка стоит, то идет логика по цепи контроля, мониторинга сажевого фильтра, где он опрашивается и он должен быть рабочий, соответственно, датчики все. Если же эту логику взломаем, как правило, это на нолик исправляется комплектация, то у нас идет по другому пути, где уже нет опроса сажевого фильтра, он может быть неисправный. То есть это, в принципе, и вся схема отключения сажевого фильтра. Чаще всего это происходит где-то в прошивке. Мы уже знаем, где-то чаще всего паттерны находятся, где-то там рядом с картой TORQ, то IQ. Мы ищем соответствующую какую-то единичку в софте, зануляем ее на 0 и, в принципе, вуаля, решение найдено, сажевый фильтр отключен. Да, по умолчанию, конечно, нужно там какие-то ошибки еще дополнительно отключить, может быть, какие-то датчики. Но это классическая ситуация, такая стандартная, которая требуется везде при работе, скажем так, при отключении любых компонентов, каких-то исключений из системы. Поэтому это не слом логики, это уже дополнительно, скажем так, какие-то работы там совместно с сажевым фильтром, чтобы подчастую сделать решение и не было проблем. Что же у нас происходит с AdBlue системой? У нас чуть другая логика здесь. И здесь она такая немного пирамидальная, запутанная. И здесь нет возможности изменить AdBlue на 0. Да, и у нас все сломается. Все начнет работать, и проблем не будет. Так нет, не работает. Не работает, потому что здесь... В отличие от сажевого фильтра, где присутствует датчик давления и температурники, там 1 или 2, система AdBlue система, она подразумевает большее количество датчиков. Блоки управления дополнительные, и NX, и форсунки, и насосы, бак AdBlue, подогревы. То есть очень много каких-то дополнительных компонентов, которые требуют внимания, и они уже не предрасположены к тому, чтобы отключать их через комплектацию. Это уже не работает. Плюс-минус, конечно, ситуации отличаются, но в целом все равно схема, логика остается непростой. Она остается очень сложной, запутанной, неструктурной, много последовательностей. И тут требуется немного другая ситуация, другой подход, большее количество карт. Нужно большее количество карт отредактировать. То есть по умолчанию, почему AdBlue дороже? Потому что, во-первых, здесь два объема работ. Во-первых, это сажевый фильтр отключения, который чаще всего проще. И отключение еще дополнительного объема карт, который отвечает за AdBlue по логике более сложной. А более сложная логика отвечает за что? То есть, что это говорит? Если сложная логика, то значит, то количество карт, которые нам нужно отредактировать, оно будет значительно больше. И вы можете наблюдать в списке слева, что белым цветом у нас обозначены какие-то карты, которые редактировались именно для отключения AdBlue системы. И, как вы видите, их здесь достаточно много. И все это свечи. Свечи, то есть это единичное значение, может быть 8-битное значение, которые в калибровках, их нельзя найти как обычные карты калибровочные для увеличения мощности. Это единичные какие-то константы, которые в коде, они никак не различимы, не отображаемы. И для того, чтобы
найти каждый из этих карт, необходимо использовать документацию, в частности, на тот блок, с которым вы работаете. Вот, то есть есть машина, другая чуть машина приехала, и нужен дамас, да, то есть нужна дополнительная документация, это все усложняет. Если отключить сажевый фильтр проще, потому что мы чаще всего знаем, где он находится, и достаточно сломать логику, отключить этот свич, вот, для слома конкретно логики, не для отключения датчиков каких-то дополнительных, чтобы ошибок не было по дифу, допустим, или по температурникам, а именно слом логики, отключение его, то в AdBlue системе это комплексная задача, которая подразумевает большое количество карт. И вот эти вот все количество карт, которые вы видите, они отвечают где-то тайминги, какой-то временной интервал, какие-то количество событий, какие-то количество километража, лимиты. То есть это больше какие-то условия, на основании которых блок управления считает нужным для себя или включать аварийный режим, или зажигать ошибки, или машину не заводить. То есть очень много переплетено конкретно с безопасностью, потому что в Евросоюзе нельзя на Евро-6 неисправных ездить, поэтому в любом случае есть оповещение о том, что система неисправна, дается какое-то время для того, чтобы это решить, доехать до сервиса, и потом машина не заводится. Поэтому очень много требуется таких вот нестандартных, непонятных карт отредактировать для того, чтобы сажевая AdBlue система у нас отключилась. Давайте немного посмотрим, углубимся, что это за карты, да, что это за логика, скажем так, на уровне программы, калибровок. И, например, один из них это счетчик. Да? В логике есть счетчик, который тоже соответствует, он единичка или нолик. И здесь это не значит, что мы что-то отключаем, да, то есть часть системы AdBlue у нас отключена. Допустим, здесь конкретно этот свич, он необходим для того, чтобы переключить, что произойдет, скажем так, после неисправности, какое количество километров блок управления будет отсчитывать, вот, либо по умолчанию, либо фиксированное какое-то определенное расстояние, прежде чем машине не дать завестись. И по умолчанию здесь стоит нолик, то есть блок управления использует какой-то 50 километров, допустим, да, чтобы блок управления не дал завести двигателю, когда этот счетчик оттикает на 0. Вот. Что делается в данном случае, допустим, этот счетчик переводится на 1. Да? И это не отключает AdBlue систему, это всего лишь включает еще одну карту, в которой прописано, сколько километров необходимо проехать, прежде чем автомобиль заглохнет. В данном случае по умолчанию стоит 1000 километров. Ну и понятно, что в нашем случае, когда отключается AdBlue система, мы сделаем это значение, скажем так, максимально большим, да, чтобы оно было недостижимо по условиям. Вот. И получается, таким образом мы, скажем так, примерно, грубо говоря, мы, например, отключили еще какую-то часть. И таким образом, когда мы эти вот парные, непарные, работающие с друг другом или по отдельности, все эти карты, которые логически понятные, потому что их можно почитать, за что они отвечают, изучить, да, и в этом не останется сомнений, в том, что нужно делать, уверенности. Вот. Есть какие-то карты тоже по таймингу, чтобы отправить сообщение на панель приборов, то через какое-то количество времени. Все эти тайминги тоже редактируются. То есть здесь такой вот нестандартный подход к отключению, потому что требуется сломать логику, которая очень такая непростая. Вот. Исходя из этого требуется внимательность, требуется документация и какая-то усидчивость, изучить этот вопрос. Не скажу, что невозможно это сделать, все возможно. Если люди летают на Луну, то это понятно, что можно тоже полететь, да, или если кто-то отключает, то тоже этому можно научиться. Это просто вопрос времени, усидчивости, чтобы в этом разобраться. Но в целом, ситуация такая, что вы поняли логику отключения простую от нестандартной, да, более усложненной, и что это два разных объема задач перед нами стоит, и, соответственно, логично, что это будет стоить дороже.
Вот, так как цена ошибки по отключению сажевого фильтра — это машин, которая, возможно, будет в аварийном режиме, либо с горящим чеком без аварийного режима, вот, либо сильно дымящая, в то время как при AdBlue системе цена ошибки — это тоже, соответственно, какой-то незаведенный автомобиль, особенно если он далеко уехал, может где-то на буксире приехать или на эвакуаторе, то есть рекламации они больше неприятные. Вот, соответственно, из этого всего, из совокупности всех факторов складывается цена, вот, которая представляется клиенту для отключения сажевого фильтра, или же вы заказываете тоже в файл-сервисе эти калибровки, и, соответственно, понятно, почему они дороже, так как объем работ тоже, соответственно, дороже. Вот, поэтому имейте в виду, вот, изучайте. Я вам частично что-то сверху показал, какие-то некоторые карты, да, взаимосвязи. По мере углубления вы больше и больше разбираетесь, понимаете, ищете те же карты. Ну, то есть все управляется, все возможно. Вот, поэтому имейте в виду, так вот складывается цена, исходя из того, какие у нас объем работ стоит.